Про защиту уранусом евро на губке 2 мм на основании Long 8S. Хочу сказать, что на этом основании эти шипы в защите дают самые широкие и самые разнообразные возможности. То есть можно с любых мячей делать как мощный запил, так делать и какую-то не очень сильную подрезку, и делать с топ-спинов с мощным вращением плоский возврат, по которому соперники, естественно, часто попадают за стол и даже далеко за стол. Собственно, сама защита этими шипами на этом основании комфортна и контрольна, то есть можно подрезать как прямо у стола по не очень сильным атакам, так и когда заряжают очень мощно, отойти подальше и издали их возвращать. Все комфортно, контрольно, и за исключением ситуации, когда полный дефицит времени и просто отбиваешь лишь бы на стол. Вот, в ситуациях, когда есть время еще о чем-то подумать, какой ты мяч хочешь вернуть сопернику, можно с большинства мячей применять какие-то вариации. То есть можно подрезать, можно не подрезать, можно по мячу с очень мощным вращением даже сделать абсолютно плоский возврат. Это, конечно, требует технического умения, но накладка это легко позволяет. Я без проблем сразу же нащупал, как это делается. Соперник делает мощное вращение, я ему возвращаю абсолютно плоский мяч, он делает топ с него за 2 метра за стол. Кроме вариации силы подрезки и вообще ее наличия и отсутствия, можно также добавлять и боковые вращения. Правда, в этой игровой сессии я это не делал, и покажу и расскажу отдельно. Но я знаю, что могу сказать, что это тоже сильная сторона этой накладки. Можно и влево, и вправо добавлять боковую подрезку. Сейчас хочу сказать про одну важную особенность коротких шипов Uranus Poly Euro на губке 2 мм. И не просто важную особенность, а очень сильную сторону этой накладки. Дело в том, что это не просто тянущие шипы, то есть шипы со сцеплением. Это шипы со способностью делать очень сильную подрезку с плоского или с какого-то другого мяча. Речь идет о такой игровой ситуации, как начало розыгрыша очка, то есть либо подают подачу и принимаешь ее шипами, либо ты подал подачу и тебе делают какое-то слабое начало. В этой ситуации можно сделать очень сильную подрезку. Настолько сильную, что даже гладкой обычно настолько сильно подрезать не получается. Вот можно увидеть, что мой партнер, он подает подачи, я делаю первую подрезку, иногда очень сильную, с этих мячей, и он делает первую атаку в сетку, даже в корень в сетке. Я видел этот технико-тактический элемент у других защитников с короткими шипами. Я сам их уже применял, так как я последнее время играл простым уранусом. Это сейчас я поставил протестировать и Uranus Euro. Простым уранусом я тоже это применял в игре на счет. То есть некоторые соперники выходили против меня, даже не обратив особо внимания, что у меня вместо длинных шипов стоят короткие. И я с первого же мяча принимаю подачу и делаю сразу сильную подрезку на столе короткими шипами своими, и соперник сразу это грузит в сетку. И даже в игре с более внимательными соперниками, которые обращали внимание на то, что я играю короткими шипами, способными на сильную подрезку, все равно они часто недооценивали силу этой подрезки и ошибались, делая с нее атаку. По поводу наката Uranus Poly Euro на губке 1,5 мм в сравнении с губкой 2 мм. Вот мы поиграли 1,5 мм, и я могу сказать, что
На этой толщине губки накат играть мне сложнее, чем на более толстой губке. Однако для соперника мячи приходят намного более сложные тоже, чем от более толстой губки. Он отметил, что играть как по гладкой, как можно там по многим коротким шипам на толстой губке, по такому накату не получится. Мяч садится, нужно играть аккуратно, нужно делать паузу, нужно обращать внимание, что это более сложный мяч. А в целом про Uranus Евро, как и про все остальные Евро версии шипов НХ, можно сказать, что накладка очень интересная, очень эффективная и не то, что стоит своих денег, а даже гораздо лучшие игровые свойства предлагает, чем обычно за такие деньги предлагаются. Или если сравнивать с гораздо более дорогими накладками от других фирм, с другими шипами, то как минимум не хуже, а зачастую и получше. Он быстрый прилетает и ныряет. Не спеши. Ну, так неудобно. Ну он же что-то очень много попадает такого. Ты готовься. Да ёпарасы ты ебом! Закрой шоу.
Ладно. Шупа!